3, 2, 1, go! Дошла очередь до самого родного мне жанра. Crystals — это малого калибра RPG, притом сделанный под японский стиль, то есть пошаговщина стенка на стенку с небольшими закосами под Mario RPG, где также имеет значение тайминг атак. Этакий вбитый намертво квиктайм ивенты. Эта игра же тематически заигрывается с темой путешествия во времени. Наша героиня Крис была сирота из приюта, ничего ни про кого не знает, ее находит магический жаб и говорит: тебя ждет великая судьба. И поэтому мы делаем все в наших силах, лишь бы эту жабу не ослушаться. Далее вас ожидают самые стандартные RPG-приключения с противостоянием местной империи на часов это 20 в этом мире, нарисованным в стиле как будто под мультики для девочек. Начало этой игры для меня хорошо знакомо, так как до этого я еще год назад играл в демо-версию этой игры, и контент ни капельки не отличается. Вас знакомить с гиммиками игры, персонажами и фишками в бою. Так давайте и посмотрим, как это все влияет на игровой процесс. Вне боя все довольно просто. Фишка посылания нашей жабы во времени, да, сама героиня туда-сюда на самом деле не прыгает, просто смотрит. Служит ровно двум вещам. Собрать сундук с лутом, который есть только в том или ином временном промежутке, или помочь выполнить квест, собирая ключевые предметы, или подслушивая диалоги. Забегая вперед, скажу, супер хитрых манипуляций не будет. Прыгнул назад, вернулся, сдал квест. Прыгнул вперед, собрал улики, назад, сдал квест. В бою же эти фишки со временем на градус интереснее. Вы всегда стоите в положении, словно вас окружили. Но на это есть причины. Вне боя вы всегда видите прошлое слева, а будущее справа. И враги в бою стоят также не случайно. Применяя фишку со временем, на правой стороне вы отсылаете врагов в будущее. А если примените на левой стороне, то отправите их в прошлое. У каждого врага также есть 3 разных состояния, чтобы отражать свою молодую, взрослую и старую версию. У каждой версии есть свои статы и особенности. Круто, правда? Дальше лучше. Со временем вам подкатывают 2 персонажей, что делает взаимодействие со временем еще интереснее. Стихийный маг позволяет вам делать то, что от этих магов и ждут, применять заклинания разной стихии против врагов и накладывать разные эффекты. На первом же боссе, он же босс демки, он подсказывает применить заклинание воды против врага с огромным щитом, чтобы затем отправить его в будущее, где этот щит уже давно заржавел и больше не помогает врагу. Восхитительно! Второй из пары новых персонажей же лучше обращается с магией природы и наколдовывает всякие разные яды. А теперь представьте себе, что будет, если отравить соперника и отправить его в будущее, или как альтернатива отправить в настоящее из прошлого. Верно! Он тут же схватит тьму урона, ведь он якобы прожил с ядом все это время. Такой тактический простор открывается, и это только начало. В плане хп и маны все стандартно. Есть отдельный мана-бар для управления временем, но расходуется только в бою. Все это приправлено уже упомянутой системой QTE. Почти все с боевым эффектом, нацеленным на урон, имеет фишку с таймингом. Нажали кнопку вовремя, получили крит, или просто бонусный урон, если не так хорошо. И абсолютно мизерный, если ничего не нажали или тайминг был ну совсем плох. То же самое с защитой. Есть дефлект и есть парри. Если заблочили, средний по таймингу получите дефлект, если идеально, то парирование, где урон будет ну совсем никакой по вам. Если атаковать на постоянные криты, научиться довольно легко, то на блоке уйдет некоторое время, пока не привыкнете к атакам и анимациям врагов. Плюс, если у атак врага и ваших атак есть доп-эффекты, то хороший тайминг получает второе значение. Плохой тайминг на блоке почти гарантирует, что отрицательный эффект по вам сработает, типа оглушения или яда. Парирование же защищает от всех дебафов, и вы никогда не словите яд или оглушение, если сделали парирование. Понятное дело, дефлект это уже 50 на 50. Он может сработать, а может не сработать. Первое подземелье же далось довольно тяжело. Привыкая к таймингам и даже выдавая где-то 50% отличных таймингов и 50 так себе. Хилок почти нет, персонажи в хил не умеют до 5 уровня, от части битв даже пришлось убегать. Игра наконец дает палатку, которую радостно трачу перед первым боссом, который, кстати, в итоге оказался непобедимым по сюжету, поэтому палатка, которая стоила неподъемной на момент 10 тысяч, была безбожно потрачена зря. Но даже так я был весь нетерпение от того, что же ждет меня дальше, ведь начало игры обещало интересные и сложные приключения.
большая часть которого уйдет под сбор полной группы, ведь это все-таки РПГ. Ну что, прошли первый час игры? Поздравляю, самое сложное позади, и я даже не шучу. Примерно после второго босса игры Crystal становится самой простой РПГ, в которую я когда-либо играл. Притом, я включаю сюда почти весь контент, что удалось найти. Первое, что вы заметите, ваш монопол дико огромен, в то время как заклинания стоят гроши. И они дико сильные, что хилы, что боевые. Перед дальнейшим разбором стоит упомянуть тех персонажей, что еще добавятся в пати. Первый на очереди Киборг. Нет маны, но есть перегрев. Все скиллы, повреждения и особенно обычная атака поднимают этот перегрев. Если он перегрелся, то взрывается, нанося урон себе и остальным. Один раз это даже вайпнуло мою пати. Сам же перегрев, по уверениям игры, чем выше, тем больше он дает урона. Киборг абсолютно крут в начале и почти бесполезен в конце. Проблема в том, что на единственной атаке импульсные удары, что не триггерит перегрев, на самом деле обладает фиксированным уроном. Никакие статы по ощущениям на этот урон не влияют, так как цифры вылетают одни и те же, что в самом начале, что в конце игры. И на это не влияли ни уровень перегрева, ни эквип, ни уровень самого персонажа. Если позволите мне дурацкую шутку, то этот персонаж словно застрял во времени. Далее идет местный персонаж на рандоме. Все ее атаки предполагают рандомный элемент или рулетку. Это третий по силе персонаж игры, так как рулетку легко контролировать. Все, что нужно, это прикинуть нажатие в месте, где вы хотите остановиться. Рулетка становится там же, но чуть дальше от того места, где вы нажали. И тем самым я обеспечил себе 100% фулл хилы в пати, когда это было нужно. Ее стихийные заклинания, однако, слабее, чем у Кристофера, пацана с щитом, так как тяжелее контролируется и ее заклинания не подвергаются QTE механикам, а значит не критануть. Хотя для урона по боссам достаточно использовать ее обычную атаку. Последний персонаж — это сестра предыдущей. Она является персонажем-мимиком, или, как это будет удобнее фанатам финалки, она синий маг. То есть она умеет копировать скиллы оппонентов. В игре появляется в последней трети и довольно сомнительно в пользе. Кстати, она ворует скиллы врагов, захватывая их словно покемонов, когда те ослаблены. И при этом неважно, в каком временном состоянии они находятся, словишь молодого волка или старого, способность дается та же. Честно говоря, она уже просто не стоила тех усилий, в которые надо было вложить, чтобы она стала адекватным персонажем. В эту последнюю треть вас, кстати, в силу сюжетных перипетий покидают природный маг и киборг. То есть выпиливают двух самых слабых и бессмысленных персонажей на момент времени, туда им и дорога. Самыми сильными остаются главные героини Крисбелл и засранец с щитом. Крисбелл — главный хиллер и баффер игры, в то время как у парня с щитами все боевые заклинания игры, которые стоят мало, а бьют много. Хотя это и странно, ведь игра и без того дико простая. Если самое сложное — это первый час игры, то весь контент — это первые 10 часов игры. В игре потому что повторяется абсолютно все. Мобы, боссы, да сами подземелья. Вас даже по миру почем зря пускают 4 раза по кругу. Боссов еще одно время пытаются перекрашивать, но потом и на это забивает болт. Они не становятся сильнее и не получают новых приемов. Кроме одного последнего босса, который на самом деле тоже копия одного из тех боссов, что уже был. И у него где-то 70% приемов от него. Помните, как я вначале хвалил фишку со сменой времени в бою? Забудьте, эта фишка становится не нужна, а порой активно мешает в бою. Так как обычно гораздо лучше сделать удар, нежели пытаться получить преимущество с помощью временных манипуляций. На это уходит слишком много времени. Легче или просто бафнуть за Крисбелл с помощью ускорения, и тогда экономика ходов будет абсолютно в вашу пользу, и босс будет ходить супер редко по сравнению с вами. Или банально, если против босса эта фишка со временем работает, то он даже исходить толком не успевает один черт. Я ни разу спецом не останавливался на кач в игре. Даже больше убегал из битв, чтобы зря не тратить время, ведь бабки и так сыпятся горой. Экспо почти не капает, если выиграл где-то с 5 боев в новой локации. Но даже так я умудрился апнуть все оружие до макса, еще где-то на половине игры. До того, как даже двое людей из пати свалило. Если деньги кончались каким-то образом, я продавал эти дурацкие дорогие палатки, ведь кроме одного того самого подземелья я не чувствовал, что нахожусь в какой-то опасности перед боссом, чтобы их использовать. Вот вам пример эндгейм босса, разумеется, повтор боя, который уже был один раз, который, помимо всего прочего, может оказаться последним перед главным боссом, смотря как вы решили бэктрекать по сюжетному квесту. Там 4 босса идут в разнобой, смотря как вы пойдете. Где я полностью игнорил все временные манипуляции. У нее заодно мечи заржавели. Кузницу. Кузницу.
Это было... Она ничего не сделала эти 3 хода. Я зря волновался, надо было добивать. Я забыл, эта игра же простая. Давай, Крис Белл. Final shot. Сейчас у нее будет 3 хода, за которые она будет получать урон ядом. Бэм. Бэм. Урон ядом. Убрать меч. Урон ядом. Поставить меч. Все, это 6 ходов, которые были у босса. Босс ничего не делал. Другой же ингейм босс — это огромная статуя. Очевидно, перекраска босса, который уже попадался 2 раза. Тактика, разумеется, прежняя. Убей одну из рук и бей по роже, пока она лечится. В RPG-системе ее почти нет. Новые скиллы выдаются по конкретным уровням, чего я так и не узнал, что там у главной героини по скиллам дальше 30-го левела. Ведь игра спокойно прошлась и до этого. Эквип мизерный, оружие только апгрейдится за деньги в магазине 5 раз. А этакие насадки на оружие, что слегка меняют свойства, не меняются абсолютно всю игру. Ты можешь просто найти больше, но одних и тех же. Из всех новых временных интеракций вы получите ровно один заметный скилл. Откатить конкретного персонажа, будь то друг или враг, на ход назад. Что может послужить как суперхилом, так и суперуроном для тех, кто только что похилился. Этим можно отменять отрицательные эффекты на союзниках и возвращать врагов в состояние до того, как те отхилились. Что реально пригодилось, но это буквально единственный интересный навык, что есть после первых часов игры. За всю же игру я видел экран поражения 3 раза. Первый раз, когда я в шутку решил принять неправильное решение по сюжету, от чего умер сразу. Кстати, эта ситуация больше никогда не повторялась. Второй — это схватка с императрицей, где у нее походу багнул баф на реген, от чего он не кончался, даже если я отматывал время после того, как она кастила его снова. От чего она была вечно захиленной. Но потом, переначав бой, она стала такой же простой, как и остальные. А также последний босс, что клон, кстати, этой самой императрицы, потому что я плохо затаймил блок 1 раз, и тот отправил меня в стан, притом на 3 хода каждого персонажа по отдельности. Он же оказался первым и единственным боссом, что хоть как-то реально отбивался. Жаль, что он был при этом последним и тоже наполовину клоном, а об этом я уже даже говорил. Я даже на всякий случай тогда убрал киборга из пати, который вернулся буквально перед этим. У этих 2 боссов, что меня победили, заодно есть чит-атака, опускающая хп до 1 у всей пати. Поскольку она считается за боевую, киборг может словить перегрев и убить тем самым всю пати. Еще одна причина, почему в лейте киборг бесполезен и даже вредит. Но поскольку к тому времени у Крис Белл появился массовый возврат на ход назад, то она может просто вернуть пати во времени, полностью вылечив ее после такой атаки по хп и избавить от негативных эффектов, и все при этом одним мувом за мизерную плату. В игре нет выбора сложности, поэтому ситуацию никак не отбалансить. Я могу представить, что эта игра будет сложной только для абсолютно косолапых людей, что не смогут выдать ни одного парирования или крита даже по прошествию всех 20 часов от игры. Еще есть пазлы, но они чаще просто медленные по типу «притащи штуку в одно место, восстанови в другом», а поскольку героиня бегает пипец медленно, и это дело не ускоряется никак, то и топтаться придется прилично. Также есть элемент нелинейности, но все они живут лишь в вакууме локации и глобально ни на что не влияют, ни на геймплей, ни на сюжет. Даже удивительно, как вроде бы при таком количестве гиммиков игра становится более одноклеточной, чем прародитель жанра самый первый Dragon Quest. Зато вас, посылают по одним и тем же местам 4 раза, притом подряд. Я даже не шучу. Когда вам дают воздушный транспорт, вы облетаете локации, чтобы нажать кнопочку, затем летите обратно, отчитываетесь, потом снова летите по локациям, чтобы собрать из них людей, потом после еще одного отчета вы проходите там же озеркальные данжи с теми же боссами, и только тогда вас наконец пускают к финалу игры. И вот, наконец, мы у нашей доски сложностей. После моей тирады очевидно, что Крис Тейлс приземляется в стори-моде. Я даже скажу больше, если бы в игре была опция пропускать бои, она бы не стала проще. Вы бы просто тратили в ней меньше времени. В этой игре нет абсолютно ничего, что могло бы по-настоящему удивить бывалого игрока. Ее спокойно пройдут практически все, если их банально хватит играть в это 20 часов. Обычно я не выражаю свое мнение о мужской лицензии напрямую, больше тонально, фоном. Но здесь я банально хочу предупредить. Избегайте эту игру. Она настолько же проста, насколько вторична. Отсутствие вкуса читается сразу, а все силы были брошены на проработку начала игры, чтобы ее никто не успел вернуть. А стоит она прилично.
Больше многих реально крутых игр, просто проходите мимо. Игры с такой мизерной сложностью могут быть увлекательными, но случай явно не тот. О том, что эту игру многие покупали, но потом забрасывали, говорит также рейтинг ачивок, которые у меня были на момент прохождения. Потому что все мои сюжетные ачивки, которые ты получаешь 100%, если прошел игру, половина из них подсвечивалась, а значит что? А значит, игру прошло дальше половины где-то менее 10%. Поэтому я вас предупредил.